Всем добра, с вами на связи Александр. Не успел я выложить видео с корабликом, с опытом, как посыпалось очень много комментариев, очень много вопросов. Я планировал сделать одно видео, чтобы было сразу всем понятно. Так не получилось и пришлось пояснять, и очень много пояснений. А основной вопрос номер один. Где же горизонт? На первом видео, ссылка в описании, сейчас оно выскочило, там корабль едет и не видно даже стола, это потому что камера смотрела немного вверх. Я сделал на втором опыте очень длинный стол, и теперь стол видно, когда кораблик едет, стол сам видно. Вы поэтому не поверили, что это правда опыт, я уточнил. Без уточнения никак, я хотел один опыт, пришлось сделать второй. Все вопросы я во втором опыте сжал и коротко ответил, снял все видео, чтобы было всем понятно. Это был первый вопрос. Второй вопрос, как без линзы видит камера, я камеру вынул, показалось, что без линзы камера видит то же самое, ну то есть линза дает линзирование, а без линзы, естественно, по-другому видит, но это на одном столе видно все. А дальше был вопрос, то, что нужно расстояние до горизонта, то есть с берега. Линзу отодвинул от камеры, и камера смотрит у меня во втором опыте не чуть-чуть вверх, а прям параллельно прямо. Это существенное уточнение. Был еще такой вопрос, и постоянно пишут, то, что нужно снимать через верхнюю часть линзы, а не через нижнюю. Но если вы стоите на берегу и смотрите на море, то вы же не с высоты птичьего полета смотрите, вы же смотрите с берега, и в этом опыте то же самое, ты смотришь с берега, а плотность пара, она выше возле самой поверхности воды, поэтому и как раз таки и смотреть нужно через нижнюю часть линзы. Это совершенно неправильная постановка вопроса и манипулирование фактами. То есть я это манипулирование убрал, смотреть нужно через нижнюю часть линзы, естественно. Мы так смотрим, и так и будет происходить. Третье, я нарисовал линию, по которой едет корабль вдоль одной линии. И четвертое, у меня есть уровень. Уровень, который показывает, что стол ровный. Ну, не совсем ровный, но так или иначе. Вообще здесь не показывает. Вот. Более-менее картина будет такой. То есть даже при прямом столе уровень будет примерно так показывать. Далее сам кораблик. Вот. То есть сейчас белый кораблик я использовал. И еще одно существенное уточнение, как будет показывать камера без лупы. И я сделал от обратного, если Земля шарообразная, как будет показывать камера и что будет видеть наблюдатель, находясь с берега и смотря в телескоп. Я это тоже снял и хочу вам все это показать, результат видео. Еще один вопрос, где сам горизонт? Я сам горизонт тоже использовал. Что такое горизонт? Это то, что мы можем максимум видеть. Это где-то 5000 километров. Вдаль видим, а сам горизонт это туманность, и за горизонтом мы не видим. На горизонте нету звезд, как я говорил, а раз нет звезд, значит Земля плоская. Если была бы шарообразная, на горизонте были бы видны звезды, но мы их никогда там не видим. Можете проверить. И сейчас я хочу показать опыты, я их провел несколько штук, и я поясню, что там и как. И как писали, я снимаю весь стол целиком, а точнее все соединенные столы. Показываю целиком стол, потому что писали, что опыт не точный, если показать стол не целиком. Зачем, я не знаю, но раз попросили, я покажу весь стол. Я показал. Вот так выглядит. Со всех сторон, со всех углов, под столом ничего нет. Столы никуда не наклонены. Дальше уровень.
Видно, что уровень показывает то, что стол никуда не наклонен. Ставим уровень другим ракурсом и то же самое. Вот уровень показал, что стол никуда не наклонен. Линия, по которой едет кораблик, прямая. Нарисована карандашом. Дальше сам кораблик ставим четко на линию. Вторая камера справа сверху снимает. Я решил сразу объединить видео, потому что видео и так долгим получится. Вот второй камерой я смотрю под столом, уровень 1. Справа виден ноутбук. Теперь уровень второй камеры смотрим. Уровень стола. Стол ровный. Видно и стол, и кораблик. И теперь кораблик начинает ехать. Я это все одновременно снимаю из двух камер. По одной линии строго двигаем кораблик. И видно, как кораблик тонет. Тонет трюм, палуба и корма. Обратно кораблик ведем, и все наоборот. Кораблик всплывает. Теперь боком. То же самое. Как и первый опыт, но этот опыт точнее тем, что здесь наблюдатель находится на расстоянии от берега и смотрит параллельно прямо. Убираю лупу. Видно, что корабль стоит на столе. Для тех, кто этому не верил, показываю более точный опыт. Кораблик увожу, кораблик начинает тонуть. Это то же самое, что мы видим в телескоп или через какую-то оптику, когда смотрим на корабль в море. И задом наперед кораблик я веду и показываю. Убираю лупу. Видно, что кораблик стоит на столе. Ставлю лупу, через лупу тоже видно стол. Камера смотрит на этот раз параллельно. Кораблик начинаю отводить. Кораблик начинает тонуть. Кораблик пододвигаю. В ноутбуке видите то же самое, что показывает вторая камера. Теперь боком. Это вид сбоку я сделал. Ведь прямо вид сбоку под разными углами, чтобы вы увидели и удостоверились, что то, что я показал первый раз, совпадает с тем, что я показал второй раз. Никаких фейков. Показываю, как на одной плоскости это происходит. Убираю лупу. Стол всегда был ровный. Вы в этом удостоверились. Он никуда не наклонен. И теперь до бесконечности веду кораблик. И он перспективно уменьшается в точку, чего не наблюдается на море, потому что на море присутствует линзирование, эффект линзы. Я решил все-таки показать вам, что снимала вторая камера крупным планом, потому что сняла она очень хорошо. Вот я пододвигаю уровень. Ставлю кораблик на линию. И теперь двигаю этой камерой вправо, влево, вниз. Смотрю под столом. Теперь показываю уровень.
на второй камере. Почти посередине, не совсем посередине, но и видно, что наклона нет. И теперь двигаю корабликом. Кораблик. Камера видит, что кораблик тонет. Двигаю кораблик обратно, кораблик всплывает. Ставлю кораблик боком. И вы видите, что через лупу виден стол, то есть сама поверхность, на которой едет корабль. Убираю лупу, стол есть. Все то же самое, и я вам показываю это на хорошее доказательство. Вокруг корабля стол, вы это видите. Теперь кораблик тонет, мы это видим, и кораблик всплывает. Первая камера показывает, что кораблик едет вперед и назад. Теперь задом наперед то же самое. Убираем лупу, кораблик стоит на столе. Камера смотрит прямо на него. Ставим лупу обратно. Двигаем кораблик вперед. Можете смотреть это и на ноутбуке, и в лупе. Кораблик тонет. Двигаем кораблик назад. Кораблик всплывает. И еще раз боком, потому что это очень красиво. Кораблик тонет. И кораблик всплывает. На одной плоскости. Убираем лупу. Кораблик как стоял, так и стоит на столе. Теперь от противного. А что если Земля шарообразная? Давайте проверим, как кораблик уходит за горизонт, за кривизну Земли, за искривленную воду. Вот уровень, вот кораблик. И теперь это не просто прямая линия, а он стоит на некотором изгибе. И снимаю тоже с двух камер. Что если все неправильно и кораблик просто уходит за кривизну Земли? Давайте посмотрим. Вот две камеры ставлю. Не хочу отдельно показывать, что показывает первая камера, что вторая. Сразу справа сверху делаю. Веду кораблик. И что мы видим? Трюм и палуба поднимаются вверх, а мачта находится под углом. Если вы смотрели когда-нибудь в телескоп или в оптику в море, то вы бы могли удостовериться, что такого никогда не происходит. А видео, которые скидывают корабля, который идет в шторм, который то вправо, то влево качается под углом, но вот такой картины никогда нету. И это, если корабль в шторм качается, он, конечно, будет под углом, но он под углом не в одну сторону, а во все, и вправо, и влево. А здесь кораблик в одну сторону под углом. Еще раз проводим опыт. Вот кораблик едет. Можете на ноутбук, можете справа вверх смотреть. И хоба, на трюм и палубы вверх, а мачта под углом. Так, надо заснять себя. Если этого не сделать, скажет, что опыт проводил не я. Ноутбук, и теперь более точный опыт с горизонтом. Между двух палок я натянул горизонт. Уровень показывает, что стол прямо. На всякий случай зажег свет на другом конце стола. Вот горизонт. Ставим под другим углом, то же самое. Стол не наклонен.
через лупу виден стол, то есть сама поверхность, по которой едет кораблик. Теперь двигаем второй камерой. Видно, что уровень стола прямой, нигде не изогнут. Виден ноутбук. Виден я. То есть показываю на 360 градусов и кораблик за лупой. И прямая линия, по которой едет корабль. Многие показали, покажите горизонт, и как корабль заходит за горизонт. Я показываю вам горизонт, который натянут между двумя палками. Это синяя линия. То есть уровень показывает, что уровень стола — это одна прямая линия, одна плоскость. То есть корабль едет по одной прямой линии, которую я начертил. Она никуда не сгибается, нет изгиба. Вот уровень показываю под разными углами. Столы, просто столы. Вот уровень. Стол ровный. Теперь начинаю двигать кораблик. Синяя линия — это горизонт. Кораблик начинает тонуть за горизонтом. Двигаю обратно. Кораблик всплывает за горизонт. Поворачиваю под углом. Убираю лупу. Это тот же самый кораблик. Точнее уже некуда. И вот кораблик уходит за горизонт. Возвращаю. Кораблик всплывает. Задом наперед. Двигаю в одной плоскости. Уровень видели? Кораблик тонет. Второй камерой видите, за лупой кораблик стоит на столе. Я ничего не придумываю. Я просто снимаю как есть. Двигаю обратно, кораблик всплывает. Постепенно, медленно, но он всплывает. Именно так мы видим на море корабли через оптику. Все происходит в одной плоскости. Видите? Двигаю вперед, кораблик тонет. Просто в одной плоскости. Двигаю обратно, кораблик всплывает. Таким образом, я показал, что кораблик уходит за горизонт, показав вам сам горизонт. При помощи уровня я показал, что это одна плоскость. В этом опыте через линзу виден стол, а также то, что я убрал линзу и показал, что кораблик находится на этом же столе, показывает то, что этот опыт гораздо точнее. Используя полуокружность, я показал, что кораблик уходит не за кривизну Земли, он уходит за линзирование. Если бы он уходил за кривизну Земли, тогда бы нижняя часть поднималась, а паруса бы смотрели под углом. Но этого не происходит, когда вы смотрите в бинокль в море, можете проверить. Все доводы, которые приводили по разоблачению плоской Земли при помощи корабля, этим моим опытом разбиты. Все происходит в одной плоскости.
Этим одним видео я закрыл все вопросы с кораблем, уходящим за горизонт Земли, показав тем самым, как это происходит на самом деле. Поделитесь этим видео в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и Реддите и расскажите о нем. Помогите людям узнать правду первыми.